От пациентки 2 сентября 2023 года произошло падение с лестницы. Основной удар пришелся на лобную кость справа и область правого подреберья. После падения начались сильные боли под грудью и радиирующие под лопатку. Боли не купировались кетаролом, только промедол с диклофенаком смог уменьшить интенсивность боли, но не купировать полностью. При положении лежа боли усиливаются. Необходимо описание грудного отдела позвоночника на предмет причины возникновения данных симптомов. Консультативное заключение по представленным КТ-томограммам пациентки 52 лет, дата исследования 2 сентября 2023 года. Область исследования головной мозг, проведено МСКД-исследование головного мозга. При анализе данных использованы аксиальные, сагитальные и корональные срезы, мультипланарные и объемные реформации. Получены изображения и супратенториальных структур головного мозга. Срединные структуры мозга, желудочек, прозрачная перегородка, расположены по средней линии. Объем ликворосодержащих пространств, желудочков и субарахноидальных пространств мозга, не увеличен и не уменьшен по сравнению с нормой. Индекс Эванса в пределах возрастной нормы, 0,26. Борозды на поверхности головного мозга незначительно расширены. Денситометрическая дифференциация белого и серого вещества хорошая. Плотностные характеристики мозговой ткани в пределах возрастной нормы. Признаков наличия объемного патологического образования в полости черепа, от уровня его основания до свода крыши, не найдено. Область турецкого седла без особенностей. Четвертый желудочек расположен центрально, не деформирован, не расширен. Червь мозжечка визуально не изменен. Полушария его симметричны, борозды на их поверхности не выражены. Мостомозжечковые подпаутинные пространства не расширены. Варолиев мост и область четверохолмия имеют однородную рентгеновскую плотность. Сильвиев водопровод не виден. Цистерны моста и четверохолмия не расширены, не деформированы. Шишковидное тело не смещено, не увеличено, субтотально обызвествлено. Костных травматических и деструктивных изменений в области исследования не выявлено. Пневматизация и признаки отека слизистой оболочки правой гайморовой пазухи, S-образного искривления носовой перегородки. Слуховые проходы проходимы с обоих сторон, симметричны. Заключение КТ: признаки патологии головного мозга, костей черепа не выявлены. КТ: картина правостороннего гайморита, искривление носовой перегородки. Рекомендована консультация лор-врача. 5 сентября 2023 года М.Н. доцент Котов М.А. Заключение не является окончательным диагнозом и должно оцениваться лечащим врачом вместе с результатами других исследований и клиническими данными. Комментарий врача-рентгенолога. Собственно, с головным мозгом и костями черепа нормально все. Есть признаки выраженного искривления носовой перегородки, правостороннего гайморита, из-за этого вам дышать тяжело, могут быть головные боли. Вам имеет смысл показаться лор-врачу.